Делать обзор на топовую модель того или иного бренда всегда проще, ведь достаточно рассказать о ее превосходных характеристиках и показать это на деле. Но всегда ли нам действительно необходимы максимальная мощность и крутящий момент, например? Или, может быть, размер инструмента, его вес, надежность, ну и цена имеют решающее значение в конечном итоге? Именно в этом ключе я и попробую оценить этот относительно новый дрель-шуруповерт от DeWalt серии Atomic Compact. Модель DCD-794. Atomic – название этой серии инструмента, компактного, но одновременно и мощного, используется в США и не используется в Европе по причине авторских прав. Поэтому линейка инструмента имеет двойное название – Atomic или Compact Series. По задумке, эта серия инструмента должна стать прямо-таки народной. Ведь ее цена формируется максимально агрессивно по отношению к конкурентам и, как правило, очень интересно. Этот шурик примерно на 30-40% дешевле в США, чем 800-я модель. Итак, DCD-794 – это компактная модель дрели-шуруповерта от DeWalt, пришедшая на смену 708 и прочим бюджетным моделям, которых у DeWalt расплодилось достаточно. Но именно эта модель сейчас является последней и представляет особый интерес, потому что вроде бы как, выбирая именно ее, вы ничем не жертвуете. По мощности, как я пробовал по сравнению с 800-й серией, она примерно практически такая же. Ну да, примерно практически такая же, и давайте это проверим на деле. Сравним топовый шуруповерт от DeWalt, это 800-я модель, с 794-й, прежде всего по мощности, но сначала размер. Ох, размер. Не верьте, когда вам говорят, что размер не важен. Еще как важен. Вы только посмотрите на этот размер. 800-я серия, вот эта, выходила на замену 791-м шуруповертом с такой же или превосходящей мощностью, но ощутимо меньшим размером. Он нам казался очень маленьким. Теперь гляньте на 794-й. Он еще меньше. И повторюсь, по первым моим тестам мощность была примерно одинаковой. Однако давайте не будем говорить примерно и замерим шуруповерты. Итак, по высоте с пауэрстаком у нас 24 сантиметра. В случае с 794-м это 23, то есть на сантиметр ниже. По длине 800 у нас 26 сантиметров и 25 сантиметров 794. Разница в объемах также заметна. 800-й. — 1,2 килограмма. 794. Да, разница есть, и это примерно 10%. Да, 794 еще и легче. Однако, чего вы точно с ним не получите, это вот этого интересного дорогого света, как в 800-й серии. То есть вот этот изменяющий направление фонарик с регулировкой света. Да, вы его не получите. Страдайте. Ну что ж, давайте проверим мощность. Мощность я буду проверять своим обычным способом, то есть закручиванием вот таких глухарей. Первым будет 800-я серия с полностью заряженным пауэрстаком. Первая скорость, режим сверления и надежда, что мне не вывернет руки. Защита сработала, не докрутив глухарь. Вот на таком уровне. Я наверняка смогу его докрутить. Уже начинает отключаться. Это показательно. Посмотрим, когда защита сработает на 794-м. Хочу заметить, дерево у меня здесь влажное, действительно влажное, хранилось на улице. Сейчас здесь дожди, поэтому оно такое вязкое. 794. Это удивительно, но защита не выключилась до конца. Я попробую еще раз в то же место, куда крутил 800-м.
Да, защита не выключается. Вот такой неожиданный результат. Я думаю, что электроника в новом 794 просто немного совершеннее или настроена иначе, чем в 800. И поэтому в некоторых случаях он даже превосходит своего, так сказать, старшего брата. Еще раз повторюсь, результат для меня неожиданный. Неожиданный, я даже сейчас не знаю, как позиционировать 800-ю модель. То есть он до сих пор топовый, но по мощности, пиковой мощности, он почему-то уступает 794-му модели Atomic. Цикады орут вовсю, конечно. Вроде бы как с виду более тяжелый и массивный редуктор должен дать ему потенциально больше надежности, но как это будет на деле при условии, что гарантия одинаковая, я не знаю. Могу ли я рекомендовать к покупке 794 на сегодняшний день? Несомненно, это отличная модель с огромным запасом мощности относительно своего размера. В некоторых случаях превосходящая даже 800-ю модель. И, конечно, в качестве бонуса тест будет неполным без сверления большим сверлом по дереву, этим маленьким шуруповертом. Вот такое вот сверло. Оно явно не предназначено для этого маленького шуруповерта. Не повторяйте этот тест со своим личным шуруповертом, потому что наверняка все-таки для него это чревато и опасно. Мне, вы знаете, все равно, потому что я его протру и продам как новый просто, вот и все. Ну и где купить, вы, конечно, знаете, на Инстербай. Он еле сюда входит, но входит. В итоге получается вот такое нечто, не влазящее в кадр. Грызет медленно, но верно и вообще без всяких проблем. Я, если честно, по-хорошему в шоке, до чего вообще техника дошла. Этот малыш полностью, безо всяких вопросов, справился с этим сверлом. А это не просто сверло, а сверло аж, посмотрите, какого размера. Дюймовое, 25,4. Камерой я перегреваемся. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за внимание и всего вам доброго.